Уважаемые коллеги, разрешите представить вам следующую лекцию по дисциплине медицинская информатика. Это системы поддержки принятия решений. Значит, ну и сначала мы поговорим, наверное, вступительно о понятии принятия решений, теории принятия решений совсем немного. И как бы выразим актуальность вообще процесса принятия решения в деятельности врача. Потом перейдем к некоторым системам, способным не заменять врача в принятии решений, а помогать, вот здесь поэтому называется системой поддержки принятия, помогать врачу принимать правильное решение. Но сначала поговорим об актуальности этого процесса. И вот такую удалось на просторах интернета получить информацию. Значит, совершенно случайная информация, такая сугубо секретная, но она вот просочилась на сайте Госдумы, еще старая достаточно информация 2010 года. Кто-то разместил некие авторы пояснительную записку к проекту федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности медицинской организации перед пациентами. И изложил там вот такую информацию, которую добыть-то достаточно сложно, и мало кто в ней сознается в медицине, что в Российской Федерации число обоснованных претензий, вы внимательно как-то читайтесь, по установлению дефекта оказания медицинской помощи, врачебных ошибок, то есть дефект оказания медицинской помощи, как синоним врачебных ошибок, в случае смерти пациента может быть предъявлено в отношении 150 тысяч случаев в год. Это разговор о врачебных ошибках, приведших вот только к таким трагическим последствиям. Естественно, они скрываются, они как-то маскируются и так далее. Но реально кто-то это, я не знаю, какими это методами, кто и как оценивал, но вот юристы вот поработали давно еще достаточно, но я не думаю, что за эти 10-11 лет там что-то сильно изменилось в качестве оказания медицинской помощи и в количестве врачебных ошибок. Вопрос спорный, дискутабельный, секретный сугубо, но вот как-то так просочился он на юридические документы, вот такие вот, еще раз говорю, ну вот очень субъективно и очень, но тем не менее они, по крайней мере, выражены в цифрах, достаточно таких страшных цифрах, врачебных ошибок, приведших к смерти пациента. Значит, вот такая информация, от нее мы как бы будем мотивационно отталкиваться и поговорим как раз о врачебном, ну, обоснованном на понимании врачебной ошибки. Ну и что, давайте поговорим, что такое врачебная ошибка. Врачебная ошибка – это, по сути, неправильно принятое решение. Врачебная ошибка – это как бы не промахнул, чаще всего не есть некий там дрогнувшая рука и промахнувшийся скальпель, хотя может быть и так, конечно. Но в большинстве случаев это все-таки неправильно принятое решение. О видах решений чуть позже, да, которые могут быть приняты неправильно, поговорим. Значит, и сразу же возникает некое предположение, которое мы будем здесь разбирать, что одним из способов много борьбы с врачебными ошибками и их предотвращения, но одним из способов уменьшения количества врачебных ошибок является внедрение в медицинские организации систем поддержки принятия решений. Об этом говорят и чиновники здравоохранения, вплоть до министра, и это не идеи, это не инженеры предлагают, это даже, инженеры только реализуют эти ситуацию. В общем-то, чиновники здравоохранения много произносят эти слова, системы поддержки принятия решений, как бы где-то пытаются внедрять и понимать смысл и так далее. То есть слово достаточно популярное в высоких медицинских кругах. Значит, давайте поговорим о проблемах принятия решений, откуда, об источниках, что ли, проблем возникновения. Значит, ну, во-первых, высокая неопределенность среды принятия решений. Или как синоним противоречивость информации. То есть сама среда работы с медицинской информацией, она достаточно неопределенная, достаточно нечеткие понятия, достаточно колеблющиеся показатели нормы каких-то стандартов, скажем, и так далее. Достаточно все при всей этой попытке ее формализовать медицину, она все-таки средой с большой информационной неопределенностью остается. Ну и вот как здесь, как некий уже терминологический, хочу сказать, вот термин вероятность, который мы рассматриваем, да, в статистических каких-то анализах, это некий
способ выражения неопределенности. То есть вот то, что является ключевым словом в научном медицинском статистическом анализе, вот это часто циркулирующее термин вероятность, это по сути тоже некое выражение неопределенности при принятии решений. Но об этом вопрос отдельно в лекции доказательной медицины. Значит, часто возникает ограничение времени на принятие решения у врача. Часто решение требуется ограниченный лимитом времени, и это тоже усложняет принятие правильных решений процесса. Что современная медицина чем характеризуется? Высокая информационная емкость в современных современных диагностических методов. Что я под этим подразумеваю? Что современные методики диагностического анализа выдают большие объемы сложной информации, многофакторной, очень загруженной, то есть диагностические изображения, диагностические там распечатки каких-то методов, они очень загружены цифрами, загружены сложными многоцветными какими-то изображениями и так далее, трехмерными изображениями и так далее. То есть это же они загружены не просто, чтобы какую-то красоту навести, а это именно выражает их информационную емкость. Об этом мы тоже в лекции «Средства отображения медицинской информации» в общем касались. И никто не сможет оспорить, что действительно это с прогрессом медицины эта емкость растет, то есть нагрузка информационная на врача увеличивается. Ну и это я уже, это я в следующем пункте, забегая вперед, сказал, что увеличение объемов обрабатываемой врачом клинической и организационной информации. То есть вот это все приводит, конечно, к нагрузке на врача, а у него еще часто информация многозначная, не до конца определенная, да, вот критерии принятия решения по одной и той же информации. У него еще и время ограничено, у него постоянно увеличивается сложность диагностических методов, и вот это все на него сваливается. И в итоге как бы приводит к увеличению врачебных ошибок. Да? Вот проблемы, да, это я попытался рассказать о проблемах, которые и определяют даже не то, чтобы уменьшение, вот мы старые достаточно цифры посмотрели, но даже в некотором смысле из года в год увеличение, скорее всего, опять же, вероятно, нет таких цифр, количество врачебных ошибок. Вот у нас как бы вот такие проблемы определяют достаточно высокое число врачебных ошибок. Значит, ну давайте теперь несколько теоретических моментов рассмотрим. Принятие решения. Ну, есть даже целая такая отдельная теория принятия решения, где вот это разложено, то есть универсальная теория, подходящая ко всем областям, в том числе и к медицинской. Вот так вот в ней решение определено как выбор определенного сочетания целей, действий, направленных на достижение этой цели, и способов использования имеющихся ресурсов. Вот так определяется решение в комплексе, как комплексный, да, некий показатель. Значит, задача самого процесса принятия решения направлена на определение наилучшего или оптимального способа действия для достижения поставленных целей. Ну вот теоретические такие концепции, да. Ну и можно упомянуть, хотя это так формально, это немножко вообще формальное определение, что существует понятие субъекта принятия решения, то есть это, да, в нашем случае это врач или руководитель какого-то здравоохранения, что субъектом всякого решения является не абстрактное какое-то существо, а лицо, принимающее решение. Но в теории вот ЛПР его обозначает, да? Что всегда есть некий субъект принятия решения, отвечающий, производящий принятие этого решения. Значит, что еще хочется по поводу теоретических вопросов сказать? Что принятие решения это не секундный, не одномоментный процесс, а он происходит в неком времени, требует большего или меньшего времени. Поэтому вот именно поэтому это процесс. Сам принятие решения это не единичное, не мгновенное действие, а это процесс, то есть имеет некую длительность, да, разную длительность. Значит, в процессе принятия решений формулируется, что является продуктом этого процесса. Продуктом являются альтернативные, часто взаимоисключающие варианты решений, и лицо, принимающее решение, оценивает их предпочтительность. То есть возникает в этом процессе варианты, ну несколько, потому что не может возникнуть одного, тогда не будет факта принятия решения. Возникает от двух и более вариантов, и вот задача лица, принимающего решение, выбрать из них. Да? То есть принятие решения – это процесс выбора
оптимального варианта из множества доступных альтернатив. А варианты нужно сначала в этом процессе сформировать, опираясь на данные, на клинические, параклинические, на какие-то организационные еще. Да? Решений много. То есть основная вообще, я опять, может быть, актуализировать хочу, что все-таки основная черта профессии врача – это именно принятие решений. Множество разного рода последовательных, взаимозависимых и так далее. Но еще раз актуализирую. Что врач, в общем-то, образованный врач, на который потрачено много ресурсов государства, он должен не уколы уметь ставить, не больных перекладывать и транспортировать, а именно вот его основная работа принимать решения и отвечать за принятые решения, и как можно правильно их принимать. Но это вот опять по поводу актуальности. Значит, ну давайте некую модель такую просмотрим, достаточно простую самого процесса, да, как же выглядит процесс. Ставится перед принятием решения некая задача, да, требующая решения, требующая нахождения решения. На первом этапе происходит уяснение задачи, формализация, может быть, разложение на какие-то факторы, на части, на детали, да. Значит, потом происходит построение модели, скажем так. Построение модели принятия решений или построение алгоритма принятия решений. Ну, может быть, больше модели. Алгоритм это все-таки последовательность действий. А модель это вот полное описание шагов по принятию решения. То есть вот, как бы моделью подразумевается описание методов принятия решений. Значит, в эту модель загружаются наши условия и происходит с помощью этой модели поиск решений. Да? Решение находится, но оно часто в первых как-то вариантах своих оказывается неоптимальным. Или вот оно, мы же должны несколько решений, мы же альтернативы, да? Мы должны все-таки по этому по кругу пройти несколько раз. Да? Мы корректируем модель немножко, корректируем несколько условий модели. Делаем это, в общем-то, несколько раз. И потом находим оптимальное из этих решений и выдаем рекомендации по применению. То есть все-таки вот этот цикл мы повторяем несколько раз и рождаем в нем несколько возможных альтернатив. Да? То есть мы не сразу построили модель, решение нашли, там все. Мы в голове этот вариант прокручиваем, меняем модели, меняем оценку последствий принятого решения, меняем что-то условия выполнения этих решений и так далее. В общем, мы этот цикл делаем несколько раз, потом мы выбираем из полученных решений оптимальное, но его в качестве рекомендации самому себе или кому-то еще, да, в зависимости от ситуации. Да, вот такая вот картина принятия решений. Вот виды, пожалуйста, решений, коротко с многоточием в конце. Да, с многоточием в конце. Организационные решения, решения при поступлении пациента, принять его, не принять, отправить его домой, отправить в другой стационар, положить на стационар лечения амбулаторно, что-то с ним сделать на момент его поступления. Переместить его из одного отделения в другой, там, в реанимацию, из реанимации, какие-то еще движения постоянно принять решения. Решение о выписке тоже, что все вылечили, поправили, там, нужно выписывать, да, когда выписывать. С каким диагнозом? То есть постоянный комплекс, последовательная цепочка, огромное решение. Многоточие. Это вид организационных решений. Давайте сначала диагностические. Да? Установление основного диагноза, оценка сопутствующих диагнозов, прогнозирование течения болезни и другие задачи диагностического характера. Их множество, направление на какой-то методы диагностики, выбор, осмотр, принято решение об результатах этой диагностики, отправление на следующую диагностику и так далее. Много диагностических. Ну и на диагностических основываются лечебные решения. Выбор лечебного метода, выбор лечебных доз, изменение лечебных доз, изменение выбор режима, выбор оперативного, консервативного метода и так далее, и так далее. Все постоянно, вы поймите. В течение дня врач многократно решение принимает. Ну, грубо говоря, вот этих вот из трех категорий, да, эти решения. Так, что у нас еще? Значит, ну вот теперь мы говорим о том, мы уже это название вводили, да? Система поддержки принятия решений. То есть вот что ж такое та система, которую мы хотим поддержать врача, и еще раз, например, уменьшить, чтобы она помогла уменьшить число врачебных ошибок. Поскольку, еще раз напоминаю, врачебная ошибка – неправильно принятое решение. Значит, это комплекс программных, то есть это неких программ и аппаратных средств. То есть, ну, у нас все в идеале в информационной технологии работает в этом комплексе программ и каких-то вот, поддерживающих
как на английском software, hardware, это, да, программных аппаратных средств, позволяющих проанализировать первичные данные, провести вот это самое моделирование, может быть, то, которое мы там показываем, да, провести прогнозирование с помощью неких специально подготовленных программ. И, наконец, принятие решения, но не в виде диктанта для вас этого решения, а как некую рекомендацию. Да, вот это принятое решение этими системами, оно, конечно, это дальше будем говорить, оно все-таки не будет для вас директивным для врача. Используется, ну и вот такая, напоминает такая фраза, которая резюмирует вот то, что мы говорили о сложностях, да, используется для поддержки выбора решений в сложной информационной среде. Сложности информационной среды в медицине мы как-то уже обсудили, да, ранее, на ранних слайдах. Значит, из чего состоит? Вот сейчас мы дополним, мы некие части информационных систем уже разбирали в разделе «Цифровая диагностика». Сейчас мы скажем, ну давайте я сразу схему представлю. Вот смотрите, мы в разделе «Цифровая диагностика» рассказали, что есть так называемые системы сбора данных, и мы их классифицировали на других лекциях, которые непосредственно контактят с пациентом и что-то с него собирают. Но это не система поддержки принятия решений, это система сбора данных с пациента. Да? А вот дальше к ним подключаются, они накапливают в хранилище некую информацию, то есть собирается множество много данных. И мы добавляем к этому хранилищу аналитические средства, вот этот набор программ для принятия, поддержки принятия решений. И вот в сумме вот хранилище и с этими аналитическими средствами будет собой составлять система поддержки принятия решений. Ну, это отдельные системы сбора данных, мы их в разделе «Цифровая диагностика» рассматриваем. А что такое аналитические средства? Это некие специальные программы, которые достаточно с минимальными знаниями в программировании информационных технологий позволяют осуществить навигацию по данным и навигацию и представление клинических данных. То есть какую-то работу обеспечить при минимальных, то есть это не требующее программирования в каком-то визуальном интерфейсе, вот это навигацию и представление клинических данных. Вот что есть из себя, по сути, система поддержки принятия решений. Это хранилище, собранных другими системами данных, и некий набор аналитических средств, манипулирующих с этим хранилищем и подсказывающих, что ли, условно говоря, решение для врача, да, основывающихся на массивах данных. Так, ну давайте уточним, да, существует термин системы поддержки принятия решений, то его можно расширить, вернее, сузить, решение сузить системы поддержки принятия врачебных решений. Clinical Decision Support System. Ну, вообще, система поддержки решения, Decision Support System, система, ну, вот, дословно, если, да, в переводе. Значит, что есть такое система поддержки принятия врачебных решений в узком смысле? Медицинская информационная система, предназначенная для помощи врачам и иным медицинским специалистам в работе с задачами, связанными с принятием клинических решений. Ну, тоже вводим некие аббревиатуры, чтобы где-то проще в этой теории. Мы-то ее касаемся краем, а где-то есть, ну, достаточно большой такой документ и информационные массивы, описывающие. Мы-то только некие выдержки из этого вопроса берем. Значит, то есть это медицинская информационная система предназначена для помощи именно врачам, а не любые их решения. Значит, главной целью, вот так она обозначается, что главной целью современных СППВР является помощь врача на месте оказания медицинской помощи. То есть не то, что он куда-то врач за решениями сходил и там пришел и решился. Да, у самого все-таки оптимально это поддерживать работу врача рядом с больным, скажем так, рядом с его рабочим местом, как-то обеспечить этот процесс. Значит, ну, что еще? Значит, вот что еще, какие некие детали по поводу этих систем поддержки принятия врачебных решений? Ну, они не должны продуцировать готовые решения. Это я уже кто упоминал, давайте это резюмируем. Они все-таки, врач взаимодействует с системой, использует при этом собственные знания, так и информацию, выдаваемую системой, что позволяет ему более адекватно проводить анализ в отношении с пациентом. И, вернее, анализ будет более адекватным, чем если бы он его проводил отдельно
изолировано, да, со стороны человека, или это делала только система. Вот о чем сложная фраза такая, да. То есть более адекватно работает их совместный анализ, чем он бы это делал отдельно, или компьютер бы это делал отдельно, да. Их совместная работа, в общем-то, должна являться более адекватной, эффективной, чем они бы оба это делали по отдельности. Вот о чем разговор. То есть и сама система не может, ну, не способна идеальные некие оптимальные решения найти. И сам врач часто не может этого сделать. А вот их совместная именно работа с учетом друг друга, как бы с учетом возможностей друг друга, именно и позволяет об этом это сложное такое предложение и говорить. Да? Значит, ну вот перейдем теперь к неким технологическим моментам. Да? Современные системы поддержки принятия решений в своей основе являются системой так называемого искусственного интеллекта. Достаточно модный сейчас термин системы искусственного интеллекта. Значит, ну и о них мы дальше, мы сейчас как-то и переключим, то есть мы как бы такое переключение делаем, да, что в технологическом плане система поддержки принятия решений это системы искусственного интеллекта. Поэтому мы сейчас переключимся на разговор об искусственном интеллекте. Подразумевая, что мы к нему пришли от мотивированные, да, вот этим термином системы поддержки принятия решений. Значит, и тут, касательно системы искусственного интеллекта, нужно заметить, что они как бы двух типов бывают. Знаниевые системы, но вот они сейчас менее, скажем, популярны, они раньше достаточно популярны были, вот так называемые экспертные системы. То есть системы принятия решений, основанные на знаниях. Когда знания, полученные от экспертов, структурировались в какую-то программную оболочку, помещались, и вот эта программная оболочка была способна там принимать решения. Оно остается, эти виды знаний, но как-то ввиду все-таки сложно построить универсальную, более-менее знаемую систему. Там сложные деревья принятия решений, получается, они такие очень объемные, и в результате получались недостаточно эффективные. Они раньше были популярны, вот эти системы, построенные на знаниях. Остается их применимость некоторых задач, но сейчас более популярным становится так называемое машинное обучение или незнаниевые системы. Когда принятие решений, вот система принятия решений, вот мы про нее больше будем говорить, строится на основе неких математических операций с массивами накопленных данных о пациентах. Вот мы будем говорить больше о незнании. Вот это, еще раз говорю, ну, я сейчас обозначил два подхода. И экспертные системы, и машинное обучение. Больше искусственный интеллект сейчас более эффективно себя он показывает. Именно искусственный интеллект, вот незнание его типа, больше его имеем в виду. Но его как некий не синоним, а как его часть, это все искусственный интеллект, вот это, да, как его более известная часть, это машинное обучение, так называемый. Термин вот такой сейчас тоже популярный, наряду с... Значит, ну и, соответственно, значит, у нас получился подзаголовочек нашей лекции «Искусственный интеллект в медицине». Искусственный интеллект в медицине. О нем мы, то есть, еще раз, я уже это мотивирую, говорю, что мы уже сказали, что нас интересует с практической точки зрения система поддержки принятия решений, но они по своей внутренней сути являются системами искусственного интеллекта, и мы сформируем свой взгляд именно с этой стороны, со стороны искусственного интеллекта. Значит, что у нас дальше получается? Значит, ну, сначала, конечно, нужно поговорить об интеллекте в принципе, да? Что же есть интеллект? Пока не искусственный, если вот обозначим слово интеллект. Интересное слово, англоязычное, вот латинское intellectus, ощущение восприятия. Английское intelligence. Причем, что интересно, в английском языке, вот, в отличие от русского, словом intelligence обозначает три, по сути, термина, которые у нас разными как бы понятиями немножко обозначаются. Intelligence – это и интеллект, intelligence – это и то, что мы называем интеллигент, да, то есть интеллигентность. Вот, и intelligence – это разведка, то есть вот разведывательная деятельность, она тоже обозначается словом intelligence. Ну, а вот мы как-то такие, и, то есть, ну, это как бы три вида деятельности, связанные с интеллектом, так или иначе. Ну, вот такая игра слов небольшая. Значит, что это такое интеллект? Способность приспосабливаться к новым ситуациям, к обучению, к запоминанию на основе опыта, то есть накопления опыта некоторого,
пониманию, применению абстрактных концепций, чего, кстати, не хватает часто студентам, вот чего со студентов мы пытаемся требовать. В общем-то, вот, вдруг я смотрю на вот этот набор слов для использования своих знаний для управления окружающей средой, набор замечательных слов. Вот если бы вот всем этим владели наши студенты разных курсов, как мне вдруг мне показалось, обалденный у них бы процесс обучения шел, и результаты бы были очуменные, скажем, да. Вот, в общем-то, мы и нацелены это нашим учебным процессом на вот тренировку интеллекта. Вдруг я понимаю это в философском плане. Ну ладно, это пожелание. Значит, ну прежде чем говорить об искусственном интеллекте, нужно, конечно, поговорить об интеллекте естественном, то есть человеческом. В человеческом смысле это некая структура умственных способностей, связанная с рациональным познанием, позволяющая анализировать, оценивать себя, окружающую реальность, определять цели, принимать решения для реализации этих целей. Ну и предвидеть некоторые события, даже вот прогнозировать и предвидеть. Да? Вот так вот определяются человеческие возможности, человеческие умственные способности человека, которые мы обозначаем словом интеллект. Ну, как краткая структура, некая структура, особая структура умственных способностей. Сложно очень понятие с точки зрения физиологии, и даже, в общем-то, не в курсе физиологии как-то отрывками очень рассматривается. И методов оценки интеллекта у нас не очень много, кроме этих всяких тестов IQ, субъективных, объективных методов оценки, это крайне у человечества мало, способных измерить интеллект, сравнить интеллект одного человека с другим. Вот это вот IQ, известное тестирование, ну, любые тестирования, вот эти вербальные, являются субъективным. С объективными оценками, то есть сложная очень категория естественного интеллекта в рамках физиологии, патологической, так нормально. И как-то она четко, не то чтобы не обозначается, она обозначается и в психологии, и в психиатрии, и в психофизиологии, но методов ее измерений-то не так и много объективных. Ну ладно, это я отвлекаюсь опять от темы. Дальше двинемся. Искусственный интеллект, Artificial Intelligence, AI, да? Область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями, которые связаны с человеческим разумом. Ну, вот тут немножко по-другому, то есть с теми возможностями, которые выше было сказано. Ну, немножко тут они в другой форме кратко. Понимание языка, обучение, способность рассуждать и решать проблемы. Ну вот, в общем-то, про то же, что вот эти человеческие возможности, которые были на слайде выше показаны, ну, немножко в более краткой, немножко в другой формулировке. Ну, вот там не было понятно. Понимание языковых, как бы, для компьютера, это очень важно, прежде чем начать принимать решения, научиться понимать язык вплоть до естественного языка человеческого. Да? Поэтому это для человека кажется таким простым и естественным процессом. А для искусственного интеллекта эта проблема интеллектуальная достаточно сложная. Мы там ее вот не обозначали, почему на предыдущей странице. И мы не считаем, например, если человек понимает язык, то он интеллектуал, там высокий, что-то, это примитивная для нас функция. А для искусственного интеллекта это функции достаточно сложные. Функции обучения, то есть, еще раз, те функции, которые нам в естественном интеллекте кажутся простыми и банальными, для искусственного интеллекта являются достаточно сложными. Вот поэтому мы их тут как бы и обозначаем. Значит, что? Формы. Вот это хочется сказать. Вокруг искусственного интеллекта сейчас очень большой ажиотаж. И в мире, и в разных отраслях, областях, в том числе и в медицине. И вплоть до, знаете, фантастических фильмов, пугающих фильмов, где искусственный интеллект сейчас захватит человечество, и там произойдут всякие нехорошие вещи, терминаторы и так далее вещи. Да? При этом, понимаете, в этих всех вот научно-фантастических фильмах, science fiction, подразумевается глобально, под словом искусственный интеллект подразумевается некая глобальная система, копирующая человеческий мозг, и там полностью, значит, всю деятельность его оценит. В общем-то, в реальной жизни никто никогда себе таких целей не создал. Я не знаю, кто бы и зачем ставил цель там, создать копию человеческого мозга. Да не нужно это. В реальной жизни необходим функциональный искусственный интеллект. Вот то же самое, как мы назвали правильным синонимом искусственного интеллекта, машинное обучение.
То есть в реальной жизни нужно машину научить некие узкие задачи, ну, в медицине клинические решать. Конкретно, вот мы поработали над задачей там, постановки какого-то вида диагноза, все, научили машину, она этим занимается. Научили ее подметать полы там в палате, мыть полы, убирать, она их научилась делать другая машина. Ну и так далее. Научились ее там что-то в операционном поле помогать там врачу там находить оптимальную точку для разреза, там, предположим. Все, она это делает. Никто себе, поэтому, коллеги, давайте вот это, потому что у нас фантастики было в нашей деятельности поменьше, что есть функциональный искусственный интеллект или вот машинное обучение, более такой скромный термин, да, это создание элементов интеллекта, решающих отдельные, узкие, клинические в нашем случае задачи. И глобальный интеллект, создание образа головного мозга. Но это пусть является темой для научно-фантастических фильмов, да, и с нашей деятельностью как-то сильно не пересекается. Вот это важный, кстати, слайд, такой мотивировочный, потому что очень много пугалок сейчас, что вот интеллект, начиная от Терминатора, там, 1, 2, 3, 4, сейчас он появится, как захватит всех, как себя подомнет, как человечество все уничтожит. Ну, а вы думаете, это только кино? Нет, кино хорошо смотреть, это и в жизни таких конспирологов, ой-ой-ой, как хватает, да? Значит, вот еще что, это тоже я предлагаю, это тоже некий мой взгляд. Я тут свой предлагаю такой термин, это не в интернете циркулирует, баланс интеллекта. И, кстати, заметьте, у нас появился смайлик. Вот он, родимый, значит, врач. Тут пациента нет на этой схеме. А, вот, кстати, что же я говорю, как нет. Вот он пациент, да? Мы с ним же работаем. Вот врач, он обладает естественным интеллектом. Вот появился у нас впервые новый смайлик, такой квадратный, его решил нарисовать, и назвал это искусственным интеллектом. У нас еще не было в наших лекциях вот такого смайлика. И тут эта цифра 90-100 условная. Я хочу сказать о чем? Что решая некую задачу относительно, вот собирая информацию о пациенте, да, что-то в обе стороны ее подавая, и решая некие проблемы пациента, принимая решение, можно поручить это 10% искусственному и 90% решить этому. Ну, я условно. А можно наоборот. Можно 50 на 50 поделить. Просто вот тут на слайде как бы эти меняющиеся проценты обозначают, что мы всю ответственность и всю долю принятия решений балансируем между искусственным и естественным. И это не всегда одинаково, это зависит от самой задачи. Иногда 100% нужно отдать искусственному, когда мы какие-то системы мониторинга там пожизненного внутрь пациента помещаем, она за ним следит. Там 99% я отдаю. Иногда надо все отдать врачу, но уже все меньше и меньше. И вот это вот баланс интеллектов, это способность построить оптимальное перераспределение прикладных задач медицины и здравоохранения между естественным и искусственным интеллектом, определяемые конкретной ситуацией. Да, еще раз говорю, ну я вот условно 90-10 сказал, это что это так, да? Циферки бегающие и все меняющиеся, да? Еще раз, мы с пациента собираем информацию, отдаем ее всем, у этого есть свои преимущества в принятии решений, у этого есть свои, они вместе в разных долях, да, принимают эти решения, и как бы это улучшает жизнь пациента, и уменьшает число ошибок и более правильным делает эту медицину и здравоохранение, более полезной для вот этого объекта, потому что на него работает. Да? Так, еще один термин такой, вторичный немножко, но тоже достаточно популярный, особенно вот когда про хирургию мы вспоминаем augmented intelligence, дополненный интеллект. Это некая реализация искусственного интеллекта, акцентированная на поддерживающую функцию, усиление и компенсацию недостатков естественного интеллекта. Объем и скорость обработки, ну вот какие недостатки естественного интеллекта? Ему сложно большие объемы одновременно обрабатывать. Он медленно обрабатывает. Вот в этом смысле ему надо помочь. Опять же, какие недостатки у естественного организма, у него скорость движения может быть менее точная, менее, ну, вопрос условный, да, менее быстрое движение, меньше силы у него в руках. Вот эти все недостатки искусственного интеллекта и человеческие какие-то можно дополнять augmented intelligence в зависимости от необходимости, то есть некими функциями, усиливающими возможности человека. Ну, я просто как пример недостатков привел объемы и скорость обрабатывания информации для естественного интеллекта. Да? Ну, а так и есть. Ну, не может человек одновременно работать с огромными объемами и достаточно медленно у него эта скорость обработки. Ну, есть и другие варианты применения augmented intelligence, дополненного интеллекта
для получения некого такой гармоничного как бы продукта, опять же, приводящего, помогающего поддерживать решение, приводящего, напоминаю, к уменьшению врачебных ошибок, к уменьшению количества неправильно принятых решений. Так, значит, что у нас дальше? Дальше у нас, ну, я обозначил некую область, да, в которой занимается, значит, это вот, занимается этим искусственным интеллектом. Это будет нейроинформатика. Значит, и сравнение вообще электронного и биологического мозга ведется на протяжении всей истории вычислительной техники. Почему? Да потому что вот эта вычислительная техника или эта информационные технологии, они родились-то и были построены на основе головного мозга. Да? Поэтому их все время пытаются сравнить, кто лучше, кто кого догнал, кто кого перегнал и так далее. Значит, при этом получается что? К чему приводит это сравнение? Ну, во-первых, быстродействие электронных этих искусственных систем намного больше, бесспорно, чем быстродействие естественных нейронных систем. Во-вторых, эффективно, но с другой стороны, как противоположность, эффективность решения задач, связанных с ориентировкой и принятием решений в сложной среде, у биологических систем выше. Тоже никто не будет спорить, что пока электронные системы отстают в эффективности принятия решений. Возникает подозрение, что вот живые организмы выигрывают в этой эффективности за счет неких особых алгоритмов обработки информации. Ну, вот такие как бы мотивации для нейроинформатики. Значит, что еще, значит, мотивирует развитие нейроинформатики? Что, когда появились первые компьютеры, и они достаточно большие были, вот это закономерности не было. А сейчас размеры вычислительных устройств, этих информационных, они уже сравнялись с размерами элементарных нейронов, грубо говоря. То есть детальки компьютера уже имеют размеры, то и меньше, чем нейроны. Да? То есть размеры вычислительного устройства сопоставимы с мозгом. А то и, глядишь, и меньше его могут при тех же объемах памяти иметь и так далее. Да? Но опять это сложный такой вопрос, объективно. Но, по крайней мере, приблизились. Если первые компьютеры возникшие, они, конечно, были вот в размере проигрывали намного, то теперь этого нет. Ну и появилась мотивация, разработка устройств обработки или переработки информации на основе принципов естественных нейронных систем относится к области нейроинформатики. То есть вот некие мотивации создания этой области, называемой нейроинформатикой, обозначены. Так, нейроинформатика. Ну, еще что про нее. Нейроинформатика – это такая двухсторонняя наука, которая интересна двум сторонам. Это нейрофизиологам, поскольку они, раскладывая вот этот интеллект на какие-то детали, какие-то простые модели, это позволяет им понять лучше физиологию головного мозга. Ну и эта наука интересна математикам с целью изучения логики мозга для построения неких технических систем. Значит, вот два, заметьте, это еще и не просто наука. И с этой же стороны, и я-то вынужден подходить к этой теме. С этой же стороны, в нашей дисциплине мы к этой теме и будем подходить. Какие мы будем предлагать решать задачи? В соответствии с этими интересами, какие же предлагается решать задачи? Повысить полезность информационных технологий в медицине. Эти математики или программисты, или компьютерщики, как будут заниматься, да? А нейрофизиологи будут заниматься совершенствованием понимания работы мозга, да, или совершенствованием понимания медицинской науки и принципов, лежащих в основе интеллекта. Потому что мы будем сейчас моделировать эти принципы на очень простых моделях, и может быть это нам что-то... То есть вам, как студентам-то, я и хочу добавить, во-первых, у нас все-таки информатика, да, мы должны будем понять, как все-таки в рамках нашей дисциплины понять, как же все-таки работает информационная технология, то есть вот как вот это работает.
Но что, какая еще дополнительная польза от этой лекции? Она и к физиологии добавит некое основы для понимания интеллекта, некие дополнительную даст информацию с точки зрения физиологии. Вот, пожалуй, две цели, это даже не только нейроинформатика, это две цели нашей лекции, это по сути. Значит, ну, вот, коллеги, следующий у нас вопрос биологическая нейронная сеть. Все-таки хочется перед тем, как продолжить, давайте, наверное, сделаем пятиминутный перерыв и потом продолжим обсуждение столь насущных вопросов.
Глубоко уважаемые коллеги, продолжаем. Немножко отдохнули от сложных информационной нагрузки, вот этой перегрузки естественных нейронных сетей, встряхнули свои естественные нейронные сети. Продолжим дальше вот про них как раз и говорить. Коротко, вот это все повторение из курса физиологии, поэтому очень коротко пройдемся, чтобы было понять, как мы эту модель будем строить. Значит, естественная нейронная сеть. Значит, основой естественной нейронной сети является такая ячейка, как нейрон, которая состоит из тела и дендритов, входящих, да, нервных окончаний, и аксона, по которым дальше идет информация к следующим нервным клеткам. Да? И вот движение этого нервного импульса. Да? Ну, передача импульса происходит электрохимическим способом через синапсы. Да? Значит, ну и вот как мы это сформулируем простейшее. Нам надо простую модель построить. Да? Поэтому мы сформулируем как можно проще эту модель. Значит, каждый нейрон имеет отростки нервных волокон двух типов. Дендриты, по которым принимаются импульсы, и единственный аксон, по которому нейрон может передавать информацию. Значит, аксоны контрактируют с дендритами других нейронов через синапс. Вот простейшая первая вещь, которую мы будем моделировать. Далее что? Значит, вот это тоже несколько усложняет ситуацию. Тормозные постсинаптические, возбуждающие постсинаптический потенциал. Нейрон выдаст сигнал в аксон, в тело нейрона, то есть передаст эту информацию или нервный потенциал действия, или нервный импульс, далее в аксон. Если суммарное возбуждение обусловлено тормозными постсинаптическими потенциалами и возбуждающими постсинаптическими потенциалами синапсов, это в синапсах рождается, да, вот это торможение возбуждения, да, значит, превысит некое пороговое значение. То есть, если некая накопленная в теле величина стимуляции этих превысит порог, то импульс сгенерируется и пойдет дальше по аксону. В противном случае нейрон не ответит на возбуждение, даже если на дендритах что-то будет происходить. Даже на дендритах будут происходить какие-то импульсы, он сюда не передастся, он сюда передастся только при преодолении порога. Ну и большинство искусственных нейронных сетей будут моделировать вот эти перечисленные простые свойства. Еще много всяких аксоноксональных связей, там, дендроксональных там, связей, всяких много других моментов, там, которые мы не будем моделировать в это более сложных моментов в работе естественных нейронных сетей, которые мы моделировать не будем, чтобы упростить понимание и упростить эту модель. Но она, тем не менее, добиться, чтобы она была рабочей моделью. Значит, все, начинаем моделировать поглядев на биологическую нейронную сеть, начинаем моделировать искусственную нейронную сеть. И опять повторяем, что искусственный нейрон имитирует простейшие свойства биологического нейрона. Первое свойство. Моделируем дендриты. На вход искусственного нейрона поступает некое множество сигналов. Обозначена буква X, X это некое множество, и покажем это. Да? X1, X2 и какое-то X это некое множество, здесь многоточие. Да? Это вот мы смоделировали, взяли, построили модель таким образом, заменив сигналами эти нервные импульсы, поступающие через дендрит. Заметим это понятием сигнала. Шаг второй, да, каждый вход умножается на соответствующий вес. Про веса позже, как их выбирать и так далее. Да? Буквой W обозначим от слова weight вес, имеющим некую аналогию с таким понятием, как синаптическая сила. То есть вот эта способность передавать через синапс будет обозначить синаптической силой. Причем заметьте, что здесь важен будет вес, это некое число, да, в модели. Причем чем больше это число, тем сильнее влияние этого синапса возбуждающее. Но если это число будет иметь отрицательный знак, то такая магистраль, да, такой дендрит будет работать как тормозной синапс. То все просто, торможение будет выражаться знаком перед числом, то есть минус тормозные, а плюс возбуждающие. А величина этого числа, вот этого коэффициента весового, будет определять силу влияния этого тормозного либо возбуждающего, да, на тело нейрона. Вот как бы мы смоделировали
и синапсы в неком смысле, и в неком смысле вот эти дендриты, входящие в тело нейрона. Значит, дальше что происходит? Все произведения, вот эти произведения, еще раз, мы как бы умножили, мы умножаем сигнал, умножаем на вес. Да? И все произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. Суммирующий блок тела нейрона, ну вот как эта формула выглядит, значит, что сумма входа умноженного на вес. Да? Сумма входа умноженного на вес. Да? На входе, опять же, сигнал, в общем-то, двоичный, он может либо быть, либо не быть, этот сигнал. А уже, если он есть, этот сигнал, если он равен единице, тогда мы его умножаем на некий вес. И все это суммируем. Да? То есть дендриты определяют, есть ли импульс или нет, потому что сам импульс работает по закону все или ничего. Да? Потому что вот потенциал действия, который здесь моделируется, он принимает значение либо есть, либо нет, 0 единиц. А вот весовой коэффициент, он все-таки его корректирует, внося его какое-то влияние, некую силу влияния тормозного или опять же, возбуждающего. Да? Но мы производим в теле нейрона суммирование, да, чем нейрон занимается, и получаем некий сигнал, условно обозначенным обозначением сумм, да, сумма. Это тело нейрона выполняет роль в суммации, математической в этой модели. Да? И вот оно такую математическую операцию будет выполнять. Значит, дальше что еще? Выход нейрона, но этого мало, нам нужно еще сделать последний шаг, и мы здесь будем называться функцией активации. То есть мы будем регулировать реакцию на накопленную сумму сигналов и формировать итоговое состояние нейрона, называемое аут. Значит, вот этот блок последний будет называться функцией активации, и он будет формировать итоговый результат работы этого нейрона. Вот посмотрите, мы не просто что-то насочиняли, мы, опираясь на свойства нейрона, в очень упрощенном их виде вот в такой математической модели реализовали. Вот так разложили на части, и нам уже попонятнее стало не просто как выглядит нейрон, и что у него много отростков и так далее, а вот как он в этой упрощенной модели работает. Как же по нему информация, как же он выполняет свойства, как он выполняет функцию обработки информации. Ну, давайте поговорим отдельно про функцию активации. Чаще всего вам ее представляют в пороговой виде. Да? Как выглядит пороговая функция активации? То есть сигнал выхода равен нулю, если сумма не превышает некого порога. А h это порог, да, обозначен буквой h здесь. Если сумма, накопленная в теле, превысила порог, то на выход функции активации выдается единичка. На самом деле, вот это и есть аксон, да, а вот это по сути работа аксона. Аксон ничего не получит потенциала действия, если сумма в теле не превысила порог, и аксон получит потенциал действия, то есть единицу, отправляемую по аксону, если сумма больше некого порога. Самый простой вариант – пороговая функция активации. Ну, как она выглядит на графике, ну вот таким вот образом можно изобразить на графике, там, что растет, посмотрите, да, от нуля сумма накоплена растет, достигает порога, и скачком состояние нейрона переходит в единицу. Вот, да, функция. Но, коллеги, вы поймите, это самый простой такой вариант функции активации, самый примитивный. На самом деле, в естественных нейронных системах, конечно, не все так примитивно. Функция активации динамическая, она подстраивается, она меняется, она, ну вот я посложнее что-то нарисую, она может принять вот такой какой-то вид, еще более сложный вид. То есть вот эта процедура реализации функции активации в естественных нейронных, конечно, сетях более сложна. Но мы ее не будем рассматривать, она сильно усложнит нашу модель, сильно усложнит понимание и моделирование компьютерных этих. Хотя в сложных компьютерах, искусственных интеллектах мы будем попытаться применять разные функции активации, все-таки с ними где-то заниматься. Да? Но мы будем говорить и самое простое, и вам-то на физиологии чаще дают вот представление об этой пороговой функции активации. Значит, наконец мы дошли до примеров. Вот смотрите, один нейрон примитивный, всего один, их там множество огромное в головном мозге. А мы давайте посмотрим, как интеллект реализуется всего в одном нейроне. И порешаем некие задачи. Да? Значит, вот пациент, да? Значит, решать задачи мы будем простым способом.
и вообще в наших решениях будет все двоичное для простоты. Да, положительное решение единица, нет, или положительное состояние, наличие некого состояния единица, отсутствие некого состояния ноль, да, вот таким образом. Значит, смотрим кашель, да, возьмем состояние кашель. Кашель у пациента как симптом либо есть, либо нет. Да, в таком. И, ну, пока не знаю почему, мы сейчас придадим ему некий вот вес 0,5, да, в этой сумме. Пока мы так эмпирически будем действовать позже, значит. Что у нас дальше? Высокая температура. Ну, имеется в виду выше некой нормы, там, выше 37, там, с половиной, пусть. Она либо нормальная температура 0 получаем, да, мы это, либо высокая. Ну, придадим вес этому фактору, этому симптому. Еще раз говорю, мы модель уже применяем для других задач, для задач принятия решений. Начинаем модель простого нейрона применять для принятия решений. Значит, что еще возьмем? Сейчас вы поймете, для какого заболевания. Возьмем головную боль. Либо головная боль есть 0, либо ее нет единицы. И она менее значима в принятии решения, мы ей вес придадим 0,1. Значит, суммируем всю эту симптоматику, да, и установим порог для принятия решения, ну, предположим, 0,6. Значит, и что же будет делать наша система? Наша система будет диагностировать грипп. И на выходе давать 0, если грипп не диагностирован, и единицу, если грипп диагностирован. Поймите, я говорю не в реальной системе поддержки принятия решений. Я пытаюсь всего лишь на примере одного нейрона показать, что он уже способен эти действия, некие вот похожие на интеллект, осуществлять. Значит, ну давайте пример, да? Значит, пример что? У человека высокая температура и головная боль. Кашля у него нет, да? Вот смотрите, высокая температура умножаем на 0,4, головная боль 0,4. В сумме получаем 0,5. Но кашель у него отсутствует. Мы в теле нейрона накапливаем 0,4 плюс 0,1, 0,5. Смотрим сюда. Значит, сейчас, секунду, я вот туда перейду, чтобы все-таки меньше мешать. Смотрим сюда, 0,5 меньше 0,6. Нейрон принимает решение, что гриппа нет, извините, мы не превысили порог. Просмотрим другие варианты. У пациента кашель и высокая температура. Нет, давайте все-таки так. Кашель и головная боль 0,5 плюс 1, 0,6. Ну, почти порог, почти приняли, пока не хватило. А теперь смотрите, у пациента кашель и высокая температура 0,5 плюс 0,4 умножено на эту единичку 0,9. Головной боли нет. 0,9 значительно превысила порог. Еще раз, коллеги, это очень примитивная модель, очень просто, чтобы показать, как это работает в этом. Значит, система принимает решение о том, что грипп есть. Ну, естественно, если еще и головная боль, то тогда у нас общая единица, у нас еще больше шансов этого гриппа, да? Вы понимаете, вот как работает интеллект в своей ячейке единички, это уже интеллектуальная задача. Но где же сосредоточен интеллект? А вот здесь. Вот в величинах этих вот синаптических сил или коэффициентов интеллект и находится. Именно они же, заметьте, определяют принятое решение. То, как мы... Вот это у нас симптомы, это входные признаки нейронной сети. Это у нас симптомы, да, весовые коэффициенты, тело нейрона, сумма, пороговая функция и в результате некое решение. Да? Значит, вот так вот это работает. Но это все, заметьте, я же показал возбуждающие действия, положительные весовые коэффициенты. Ну давайте для некой добавим сюда несколько тормозного действия, да? Секунду, мы же относительно пациента принимаем это решение, вот он пациент. Добавим тормозного действия, добавим такой симптом, как боль в животе, наличие которого снижает вероятность принятия решения гриппа. Ну, как бы не должно быть вообще-то, в общем-то, чаще всего при гриппе, может быть, я утрирую, упрощаю модель боли там, в желудочно-кишечном тракте, да, условно говоря. Поэтому, если у пациента он наличествует, то надо бы снизить вероятность диагноза гриппа и, может быть, подумать в сторону другого диагноза, в сторону другого решения. Вы понимаете, о чем? Поэтому я здесь, в этой модели вот, гриппа, я для боли в животе ставлю со знаком минус, да? Вот этот весовой коэффициент с знаком минус, то есть включает тормозное влияние. То есть, смотрите, у нас кашель и высокая температура, нет, это еще как бы, давайте, кашель и головная все-таки превысит, он давно не сможет, смотрите, 0,5 плюс 0,4, 0,9 минус 0,2, 0,7, все равно грипп, да? Замечательно, да, не смог он нам
перебороть боль в животе своим тормозным влиянием, положительное влияние вот этих двух симптомов. Но вот эти два симптома, кашель и там головная боль, дающие 0,6, мы как бы снижаем вероятность гриппа, вводя отрицательное значение. Вот примитивная модель, очень примитивная. Вы не подумайте, что я предлагаю диагностировать грипп вот таким способом. Нет. Я просто на неком понимании простом, логически, потому что нейронные сети очень сложны, если их моделировать во всем их полосе, просто ничего не получится понимать. А здесь я построю такую примитивную модельку построения интеллекта на одном нейроне. Конечно, невероятная модель, но тем не менее рабочая, чтобы понять, что такое симптомы или входные сигналы сети, что такое весовые коэффициенты, тормозные и возбуждающие, что такое сумма, да, в теле этих, и что такое это, значит, пороговое значение, да, выше которого происходит принятие решений. Давайте еще одну ситуацию рассмотрим, значит, немножко похожую чем-то, но вот как раз требующую дифференцирования. То же самое начало у нас. Тот же кашель, но заметьте, с меньшим уже коэффициентом. Высокая температура, ну пусть таким же коэффициентом 0,4. Боль в животе, кстати, тоже с отрицательным, но уже с меньшим значением. И заметьте, и вот такой симптом всем известным, анасмия, да, потеря там обонятельных ощущений, с коэффициентом 0,7, с огромным, да. Уже, наверное, догадались, что будем диагностировать, да, в сумме, и некий порог 0,7 установим, да. Кстати, наверное, даже вот, ну, превышение, вот, грубо говоря, да, мы тут больше, но, грубо говоря, давайте будем считать, что если порог равен, то мы уже даем единицу на выходе. Здесь я немножко вот о превышении говорю, да. Значит, смотрите, немножко тут у меня ошибочка. Я-то имел в виду, что если мы имеем один симптом анасмия, то мы уже как бы должны превысить порог, давайте побольше, наверное, обозначим, 0,8. Мы уже превышаем порог и сразу диагноз ставим как COVID-19. Да? То есть одним симптомом мы можем превысить порог. А вот наличие других симптомов настолько повышает, ну, опять, коллеги, очень такая грубая модель, я как-то старался вам показать на ее примере, но получил очень такой... Очень я такую себе задачу поставил в одном нейроне в корявых этих такую сложную патологию обозначить. Но тем не менее, показать, что есть некие симптомы, которые с огромной ролью дают положительное влияние суммы, и есть некие симптомы, которые чуть-чуть ослабляют. Ну давайте ослабим, если, извините, боль в животе, анасмия есть, но боль в животе вдруг откуда-то взялась, вроде как бы она для ковида не характерна, но опять могу ошибаться, да? То тогда надо бы поискать других болезней и как бы сразу так не ставить диагноз ковида, да? А может быть анасмия с какими-то другими там аутоиммунными какими-то заболеваниями. Коллеги, извиняюсь за вот такое упрощение ситуации, но вынужден очень грубому сводить. Не бейте меня сильно за попытку диагностировать ковид. Я просто хотел на более ярких примерах это показать. Что есть симптомы, вносящие положительные веса и сразу переносящие в свою сторону диагноз. А есть симптомы, пытающиеся уменьшить этот вес или незначительный вес носящий. Вот такая. Может быть, очень провокационная получилась модель, но вот поиграли с этим, да, поиграли с моделью нейрона. Для решения конкретных уже интеллектуальных задач, постановки диагноза. Значит, ну давайте дальше посмотрим. Конечно, хотя один нейрон и способен вот эти простейшие процедуры выполнять, которые мы тут изображали, но для серьезных нейронных вычислений необходимо создавать нейронные сети. Вот следующий, да, момент возник. Все-таки одного нейрона недостаточно. И будем говорить о нейронных сетях. Простейшая нейронная сеть из группы нейронов, образующих слой, состоит. Давайте посмотрим, что такое слой. Секунду. Если сначала мы его опишем вербально, а потом порисуем, да? Вот эту однослойную нейронную сеть. Каждый из множества входов отдельным весом соединен с каждым искусственным нейроном. То есть мы каждый вход с несколькими нейронами соединим. Каждый нейрон будет выдавать взвешенную сумму в сеть. Y это выходной сигнал, тот самый аут, который у нас давно. И могут существовать, конечно, могут существовать и другие связи, вот тут уже мы усложняем модель, могут существовать обратные связи, мы можем возвращать неких нейронов на вход других нейронов.
То есть на самом деле все сложнее. Не просто вот линейная схема, где мы входа, нейроны, тело и выхода. Мы можем организовать какие-то более сложные связи с выхода одного из нейронов на вход другого и так далее. Ну, давайте посмотрим, как вот эта вот вербальная схема выглядит визуально. Да? Значит, вот таким каким-то образом. Значит, у вас множество входов, разные задачи выполняющих. Это могут быть симптомы, например, в предыдущих примерах. Да? Но у нас, заметьте, не один нейрон, а раз, два, три. И мы должны каждый симптом связать с каждым телом нейрона. Да. А на выходе состояние пациента, это уже не просто да или нет состояние, как было. Это грипп, это ковид, это, я не знаю, там аппендицит, я там условно, да, понимаете, да? Вот тут уже усложняется схема, потому что у нас и на входе несколько симптомов, а на выходе несколько диагнозов. Но что мы должны здесь сделать? Мы должны соединить каждый симптом с каждым телом, но разными. Вот соединили первый симптом с первым телом W1,1. Да? Со вторым телом мы его соединили W1,2 с другим весом. Да, он влияет на этот диагноз. На третий диагноз, на аппендицит, он влияет совершенно, может быть, с отрицательным весом. Да, этот симптом и так далее. То есть все эти V1,1, V1,2 и W1,3, они могут быть и разного знака даже, да, эти влияния. Но все равно все понятно, да, что разные симптомы, разные диагнозы и разные симптомы с разный вклад вносят в их построение, в этих диагнозов. Вот уже, заметьте, переплетение этих связей получилось, его мы и называем нейронные сети. Вот это переплетение связей. Вот так сложно выбрать. То есть еще в нашей интерпретации медицинской это симптомы, например, а это решение, это несколько диагнозов, которые выбор. То есть система и должна нам выбрать наиболее оптимальный из этих диагнозов, предложить, который, свешивая эти симптомы, система должна принять наиболее рациональный диагноз, да, для нас. Вот такая вот система, вот уже 3 нейрона, уже более сложная, уже сеть образовалась, да, нейронная, и она более сложные решения уже принимает. Значит, что дальше? Многослойные, тем не менее, для построения реальных, значит, принятия уже построения системы реальных принятия, поддержки принятия решений, недостаточно и даже одного слоя, не только одного нейрона. Поэтому мы строим из каскада слоев, где выход одного слоя является входом для последующего слоя. И самое главное, что посмотрите, что послойная организация нейронов копирует слоистые структуры коры головного мозга. Там 6 слоев клеток, и пирамидальных, и звездчатых разных клеток. Но классически в головном мозге в коре 6, они расположены в 6 слоев нейроны, да, они вот действительно, мы не просто, как мы здесь тоже копируем головной мозг, переносим в искусственный нейрон. Значит, ну и какая мысль? Многослойные сети явно обладают большими возможностями, чем однослойные. Большими вот этими диагностическими, прогностическими возможностями принимать решения. Ну, давайте посмотрим, что такое многослойный. Но это нечто вот такое, да, вот это мы уже рассматривали переплетение. А мы берем выход этих нейронов и на следующий слой опять же передаем с разными весовыми коэффициентами. И вот они 3 решения. А здесь можем еще на следующий слой передать и уже одно решение принять там дальше. То есть мы можем из нескольких слоев. Если чем больше у нас слоев, тем более оптимальным и более сложным и более как бы. И уже заметьте, что самое главное, что уже вот рисовать, что мы делали на одном нейроне, а давайте подставим коэффициент, а давайте сумму найдем. Уже становится невозможно. Вот манипулировать простейшими логикой здесь, которую мы применяли на одном нейроне, вот здесь становится невозможно. Поэтому никто здесь логикой не манипулирует. Никто не пытается отследить, как эти связи к какому диагнозу приведут, и вот такую на знаниях основанную систему. Поэтому система это становится не системой, построенной на знаниях или на логике. Эта система построена на обучении, мы сейчас дальше скажем. Ее логически уже построить сложно, когда много слоев и много тел этих нейронов. Значит, поэтому мы другим способом будем поступать, значит, строя данную систему. Значит, вот наш этот способ. Мы будем поступать способом обучения. Мы будем нейронную сеть, построенную из множества слоев, из множества нейронов, обучать. Обучать на так называемых примерах. Что такое примеры? Примеры это вот большая база данных на пациентах, диагноз которых уже известен, симптомы их известны, пациенты уже все вот, с установленным диагнозом. Это не новые пациенты, которые будут поступать, это пациенты,
изученные уже, да, у которых принято относительно которых решение о их диагнозе, условно, если мы занимаемся диагностикой, известны все их симптомы, все про них известно и накоплена большая база данных. Достаточно большая, 1000, 10 тысяч таких пациентов, да. Мы на них будем обучать. Мы берем один пример, выбираем одного пациента, да, и запускаем в некую сырую нейронную сеть. Заранее там, кстати, по генераторам случайного числа расставляем коэффициенты. Кстати, вот что там в технологии заложено, мы никогда не расставляем коэффициент там единицы или нули, иначе система будет плохо обучаться. Мы неким генератором случайного числа вот эти коэффициенты предварительно и расставляем, да, вот эти весовые коэффициенты. Случайным совершенно образом сначала. И подаем туда пример из базы данных. Она принимает решение, какое-то наше нейронное сеть, и мы сравниваем это решение с реальным решением, с тем состоянием, в котором пациент находился в жизни. Мы же обучаем уже по готовому пациенту. И рассчитываем ошибку. Что такое ошибка? Это, грубо говоря, сколько из пациентов реальных, в скольки процентах система приняла решение. Естественно, вначале ошибка будет очень большой. Система будет часто ошибаться, принимая решения относительно диагноза и так далее. Что мы делаем? Да, это все в автоматическом режиме, долго в автоматическом режиме происходит. При большой величине ошибки, ошибка велика, мы по некому алгоритму начинаем менять эти весовые коэффициенты. Последовательно, есть специальные алгоритмы обучения и так далее. Мы начинаем перестраивать эти весовые коэффициенты, в них интеллект заложен, WTP. Значит, перестроили их в систему, опять все эти примеры прогоняем сквозь нейронную сеть, все примеры, да? Прогоняем через нейронную сеть. Опять смотрим на ошибку. Уменьшилось, увеличилось, что-то меняем. И так делаем много раз, меняя алгоритм, меняем много. Компьютер, он быстро, он делает это много, долго, часами, может быть, неделями, может быть, еще длительный достаточно срок, да, делать. Ему это один раз надо сделать, научить. У нас пока пациентов нет, у нас уже пролеченные пациенты есть, а мы готовим некую систему, которая будет с новыми пациентами работать. Наконец мы добились малой ошибки, то есть процента принятия ошибочных решений из общей вот этой базы, из 1000 человек, у нас 5, только там 10, грубо говоря, неправильная система принимает решения. Все, мы считаем систему обученной и готовой к работе с новыми пациентами. Вот так вот выглядит процесс построения этой нейронной сети путем ее обучения. Да? Потому что других путей нет. Логически вычислять значения коэффициентов, основываясь на своих знаниях, невозможно. Система настолько сложна, так же, как и сложен головной мозг, что логическими путями ее построить нужно только обучением по готовым примерам. Да? Но, кстати, что, коллеги, что вы не понимаете, дальше мы должны... Есть здесь такая тема, как переобучение. Вот мы взяли 1000 примеров, мы выстроили все, ошибка маленькая, коллеги, поймите, ошибка очень маленькая. Всего 5 человек неправильно определяет систему, неправильно их диагноз. Какую замечательную систему создали, все. Коллеги, поймите, это не конец процесса обучения. Вот этого многие не понимают, особенно медики, вот я сейчас встречаю, которые пытаются это реализовывать, вот эти системы нейронных сетей, да, не понимают, это не система. Как только приходит первый же пациент, и мы запускаем систему, число ошибок ее резко возрастает. И нет, обычно делают что? Берут обычно наши же примеры, или нет, мы считаем качество распознавания, сколько из 1000, там, 5 человек, 99, там, и там 99%. Мы считаем, говорим, смотрите, у нас 99, там, 9 десятых, там, процента, всего 0,5, полпроцента ошибок, 5 человек это полпроцента, да, если какая хорошая система, она всего полпроцента дает ошибок, а ничего подобного. Как только мы начнем работать с пациентами, у нас эта ошибка резко возрастет. Нельзя проверять, то есть главный принцип, нельзя проверять эффективность системы по тем данным, по которым она была обучена. В идеале, я вам скажу такой алгоритм, коротко, чтобы вас не загромождать этой информацией. В идеале нужно имеющийся массив пациентов, вот ту обучающую выборку, да, разделить на 3 части. Одна большая часть, по которой мы будем обучать, да, вторая и 2 маленьких части достаточно, чтобы не тратить людей, не тратить ресурс, да, вот этот обучающий. Мы обучили систему, потом мы берем второй кусочек данных, другие, тех людей, которые в обучении не участвовали, но тоже имеют информацию о диагнозе. Мы запускаем систему и оптимизируем, улучшаем систему. Мы шлифуем еще немножко эти коэффициенты дополнительно на новых людях, на других людях.
мы ее оптимизируем. И только на третьем блоке данных, вот на той третьей маленькой, пускай небольшой, там на 50, 100 человек, давайте из 1000 100 оставим, и 50 поделим еще пополам, и будем использовать одни 50 человек для того, чтобы оптимизировать эту систему после ее обучения, улучшить ее коэффициенты, подшлифовать, да? И еще 50 человек для проверки. И вот те последние 50 человек, которые не участвовали в обучении, нам и покажут, насколько же эффективна наша система. Конечно, не 0,5%. Даже если они нам дадут эффективность диагностики там 80-85%, это будет шикарная система поддержки принятия решений. Понимаете? Никогда мы к 100, вот в реальной жизни мы к 100 не приблизимся. Ну, конечно, мы хотим туда к 100, но если только вы получили систему вот со 100%, считайте, что это, вот, что это фейк, а не система поддержки. Потому что вы нарушили основной принцип. Обучать систему и проверять систему нужно на разных людях. Потому что иначе возникнет в нейронных сетях, как называется ситуация, переобучения. Когда мы вроде обучили, и на тех людях, на которых мы обучали, она там 100% дает результат. Как только приходит следующий пациент, ошибка становится там катастрофической просто принятие решений на реальных пациентах. Вот это надо четко понимать, и вот тут я наблюдаю, я уже начинаю наблюдать, сейчас это модно, некие у нас диссертационные исследования и так далее, уже начинают наши медицинские ученые как-то над этим работать и реализовывать в научной, как минимум, деятельности вот эти вот системы. И вот это главное непонимание вопроса, что, коллеги, нельзя проверять эффективность системы, то есть точность принятия и решения, то есть вот этот процент, мы проверяем точность, сколько процентов правильных из общего числа. Нельзя ее проверять на тех же людях, вот, которым обучаем. Вот самое идеальное это разбить на, ну хотя бы на две части, хотя бы обучать на одно и понимать на другое. Вот такой момент очень важно понимать. Я вот здесь как-то на слайде никак не обозначил, но давайте его вербально обсудили. Да? Задачи для искусственного интеллекта в медицине. Самая большая задача работа с медицинскими изображениями, со сложными. С электрокардиограммой, сейчас там покажу, с снимками, томограммами, с мазками крови. Вот, с мазками крови научились замечательные коллеги. Да? Система искусственного интеллекта, встроенная в гематоанализаторы, работает идеально. Все. Люди больше не нужны, на данный момент микроскопы больше не нужны. Анализ крови проводят, ну пусть дорогие, но достаточно компактные устройства, называются гематоанализаторы, печатающие чеки эти. Да? Все. Коллеги, тут уже обсуждению не подлежит. Преимущество как бы, естественно, искусственный интеллект, все, мы закончили спорить на эту тему. Все нормальные лаборатории, большинство современных оснащено автоматическими гематоанализаторами, они 100% принимают, никем не перепроверяются решение о количестве клеток крови, там лейкоцитарной формуле и так далее, о количестве других клеток крови, все. Коллеги, на этом закончили, да, значимость, споры о применимости искусственного интеллекта. В других областях пока спорят, да. Распознавание патологических звуков, вот аускультация, то, что мы любим, творческая такая деятельность. Слушаем, сравниваем тембры и так далее, субъективные свои ощущения. Тоже задача достаточно сложная, эти звуки подавать через микрофон на компьютере, научить его что-то решать, вот задачи в пределах этих сложных тембров, сложных спектров звучания там, при разных состояниях. Да? Смотрите, в группах населения, вот, в здравоохранении уже выделение группы риска, да, среди населения, то есть работа с группами населения, не с одним пациентом, а с группами, тоже задача риска. Распознавание психических симптомов тоже. Это, кстати, я подбирал заметьте, из интернета уже попытки реализации. Это я не фантазии чьи-то собирал, а некие попытки, названия попыток реализации. Генетический анализ сплошь и рядом, но просто вот поприще для искусственного интеллекта, потому что там очень сложные хитросплетения, очень сложные, эти очень массивные данные, эти генетические, для анализа их вручную там, и какими-то такими ручными способами. Выбор методов оптимальной терапии, ну и множество других задач для искусственного интеллекта ждут своего искусственного интеллекта в медицине, скажем. Давайте посмотрим, вот как раз больше, наверное, это графические задачи, как выглядят будут эти графические задачи, распознавать графические задачи. Ну, некая сегментация областей мозга по параметрам там, магнитно-резонансной томографии. Сегментация органа исследована с помощью лазерной там, хроматографии, лазерных методов там, обследования.
Сегментация нейронных полей по активности, по чему-то еще, вот такие. Это уже результаты как бы работы искусственного интеллекта. Здесь показано, да? Здесь, кстати, показаны некие уже результаты. Вот везде, ну вот тут, по-моему, так не обозначено, это просто как задача, да? Сегментация и распознавание элементов гистологических снимков. Вот про ЭКГ я говорю, да? Это кажется задача. Это глазу человека легко зубец найти, вот он сказать, да? А компьютеру не так просто его выделять, особенно это еще хорошее ЭКГ. А когда ЭКГ шумное, там, с дефектами, с этими, очень сложно для расчета вот выделить R-зубцы, заметьте, выделить P-зубцы и другие сегменты, разделить на детали для анализа электрокардиограммы, а потом уже ее начать компьютерным образом анализировать. Да? Достаточно сложной задачей является вот первый этап сегментации, вот, подготовка снимков. Вот всегда, заметьте, сегментация сложных каких-то процессов путем их разметки с помощью искусственного интеллекта. Да? Ну вот здесь показана работа с изображениями, разные как бы ее результаты, да? И разные ее задачи. Значит, что еще? Вот хотелось бы вот по поводу популярности, хотелось бы показать обложки неких книг, вот, акцентирующих на искусственном интеллекте. Ну, давайте посмотрим. Машинное обучение в радиационной онкологии. Давайте вот вверх даже выйду, чтобы мне проще было, да, работать. Смотрите, машинное обучение даже вот обозначается при работе с онкологией, при работе с снимками, да, радиоонкологии, да. Машинное, общее такое руководство, все это достаточно современное, машинное обучение и медицинские изображения. Вот оттуда, кстати, картиночку-то я взял и некие эти процедуры. Так, что это? Машинное обучение в биоинформатике. Секунду, коллеги, вот даже, биоинформатика, это мы уже говорили в какой-то из лекций, сейчас обозначается как раз современное направление генетики. Вот она в генетике, да? Вот, смотрите, шире. Artificial Intelligence, искусственный интеллект при обработке медицинских изображений тоже, да? Это вот последних лет вот литература, да, такая. Сейчас на английском скажем. Машинное обучение в кардиоваскулярной медицине, то есть вот в кардиологии, да, машинное обучение, решение задач в кардиологии, вот с ЭКГ. Ну и вот на русском это, кстати, тоже переводная книга, вот про Эрика Тополя отдельно хочется сказать, «Искусственный интеллект в медицине». Эрик Тополь, это в переводе, да, это такой, это врач действительно американский, который генетикой занимается, нет, не помню его направление его врачебной деятельности, да, не помню, честно говоря, да, но он вот энтузиаст искусственного интеллекта, и он вот такие книги пишет общие, во-первых, вот искусственный интеллект в медицине. Это просто в общем описывая проблему, она в переводе, электронная, аудиокнига даже есть, да. И смотрите, вот следующая его книга, хочется показать, Эрика Тополя. Заметьте, интересное вот название. Deep Medicine, да, он обозначает, как в искусственном интеллекте, кстати, есть такой термин deep learning, глубокое обучение, да, вот не просто обучение, а там уже начинается это расширение. Мы-то говорили об обучении нейронных сетей, а там возникает проблема deep learning, глубокого обучения, долгого, длительного. Заметьте, интересное приложение книги. How Artificial Intelligence can make healthcare human again. Как искусственный интеллект может вернуть здравоохранению человечность. Обратите внимание еще раз. Она тоже в русском переводе есть, это я просто привел английскую обложку. Как искусственный интеллект может вернуть здравоохранению человечность. То есть он на таком, понимаете, на очень противоречивые понятия. То есть внедряя в медицину и в охрану здоровья искусственный интеллект, сделать его снова человечным, да? Чего он, в том числе обычное здравоохранение, естественно, это уже во многом потерял. Обалденное название, да, такое провоцирующее очень, такая вот книга, да, я почему это. Оно есть, кстати, тоже в русскоязычном варианте, и даже в виде аудиокниг слушать. Ну, вот такой энтузиаст, Эрик Тополь, это энтузиаст, врач, практикующий, именно врач, именно энтузиаст вот искусственного интеллекта. Ну, а это профессионалы в разных областях, работающие, попытающиеся применить. Много литературы, я просто вот обложки вам нахватал, показать, как это все развивается и как этот интерес реализуется, да, в чем реализуется интерес. Значит, ну, все-таки давайте этот интерес обозначим. Почему же медицина обязана проявлять интерес к системе искусственного интеллекта? Или в корне-то мы там вначале-то мотивировали, извините, врачебными ошибками. Давайте мотивируем вот так более детально, кроме просто мотивации и снижения врачебных ошибок.
Некоторые из важнейших участков лечебно-диагностических технологий не используют возможности компьютера. Это диагностика, назначение лечебно, прогнозирование. То есть мы компьютер как рутинную печатную машинку используем. У нас пока компьютеры не участвуют вот в этих мероприятиях, в диагностике, назначении лечебно, прогнозировании исходов. Очень слабо участвуют информационные технологии вот в решении таких задач. Да? Надо усилить передатель чего-то, усилить нашу помощь с помощью компьютера. Помощь нам, вернее, врачам с помощью компьютера. Решение медицинских... Вот, обратите внимание, внимательно прочитайте вот дословно вот эту фразу. Решение в медицинских и биологических задачах зависит от большого количества неодинаковых по значимости факторов. О чем это говорит? Что это и есть нейрон. Вот здесь написана та модель нейрона. То есть как раз нейрон, он и собирает множество факторов неодинаковых по значимости и суммирует их в одно решение. То есть нейрон абсолютно по структуре идентичен принципу решения медицинских задач. Вот это изложено в словах принцип решения медицинских задач, он по сути совпадает с той моделью нейрона, которую мы нарисовали. У нас тоже множество входов, неодинаковых по значимости, и в сумме они приводят к принятию решений. И в общем-то в медицине в естественных условиях решение принимается таким же образом. И оно зависит от множества неодинаковых по значимости факторов, от их суммирования некого. Значит, что еще? Еще одна проблема медицины, мы уже говорили там где-то в начале о ней. Большинство медицинских данных имеют описательный характер, выражаются формализмами, подвержены крайней вариабельности. В медицине даже числа, вот сказано, да, даже данные выражены с помощью чисел, и то могут быть понимаемые и разными людьми по-разному, в зависимости от клинических традиций разных школ, от регионов и от даже отдельных учреждений, а также от времени. Если те же показатели раньше воспринимались по-другому, то теперь они одни и те же числа, используемые в медицине, вдруг во времени в медицинских школах воспринимаются по-разному и приводят к разным решениям. Понимаете? До сих пор эта тема сохраняется. В медицине очень нечеткая логика. Вот это, в искусственном интеллекте, кстати, есть такое понятие, отдельная технология, мы ее тут не рассматривали, система нечеткой логики. Вот системы fuzzy logic, так называемые системы принятия решения при реализации нечеткой. Их много систем, кроме нейронных сетей, которые мы рассмотрели. Fuzzy logic есть такая система, она тоже может быть включена в систему поддержки принятия решений, она вот позарез нужна, потому что медицина это классический пример нечеткой логики, понимаете? Где кто такой пожилой человек, что такое высокая температура, что такое там дефект генокода, или там еще какие-то. То есть все эти выражения медицинские, они часто подвержены понятию нечеткой логики. Они могут быть одним человеком поняты одно, другим по-другому, и решение принято раз на одних и тех же медицинских данных. Вот третий мотиватор передать эту вот нечеткую логику компьютеру. Мы не рассматриваем, еще раз говорю, есть fuzzy logic, есть отдельная технология искусственного интеллекта, называемая нечеткой логикой. Да, это вот такая вот. Значит, что еще? Некий пример ссылок, это так совершенно, да. Вот то, что я там говорил о врачебных принятии решений, оно прямо описано в Википедии, система поддержки принятия врачебных решений. На YouTube много, вот постнаука есть, такой обзорный ролик, да, я просто как примеры, много в интернете вы можете найти по этому теме и роликов, и текстовых, да, решений. Значит, вот постнаука система поддержки принятия решений в медицине. Прям тематика, но там один врач рассказывает, говорит некие вот стороны, коротко, небольшой лекции рассматривает. Некие конкретные системы, попытка рассмотреть, просто вот как пример, я вам это даже не лекция, это просто показал, что есть много, а вот вам отдельные ссылки, да, что можно в интернете, просто показать, что можно в интернете поискать, очень много примеров применения искусственного интеллекта, и как в широком смысле слова рассмотрения вопроса, как в виде лекций каких-то познавательных, так и в виде обзора неких решений. Это все можно заменять, еще тысячи ссылок сюда расставлять и так далее. Да? Я просто как пример инициативу, что можно поискать, да, и поработать с этой информацией. В общем-то, коллеги, наверное, у меня все, что я хотел сказать, я выразил. Вот вас напугаю вот такими будущими врачами, но опять это фантазия, еще раз вы вспомните, что мы не хотим строить глобальный интеллект, вот этих рыбакопов и терминаторов, мы не то чтобы не построим, мы их не собирались строить.
мы, в общем-то, помаленьку, разными частичками строим систему функционального искусственного интеллекта, которые маленькими кусочками нам будут помогать разные наши задачи совместно с нами решать. Ну, я все эти вопросы обозначил. Поэтому вот это, конечно, пугалка, science fiction, да, научная фантастика, никакого отношения к реальным задачам искусственного интеллекта она не имеет. Ну, благодарю вас за искреннее и неотрывное внимание к моей лекции. И до встречи на следующих лекциях.